Наш крупнейший планет нашей Солнечной системы – это мир вихрящихся штормов, огромных спутников и мощных сил, которые мы только начинаем понимать. Более чем в 300 раз тяжелее Земли, Юпитер напоминает миниатюрную Солнечную систему. У Юпитера признано 95 спутников, среди которых 4 огромных, известных как Галилеевы спутники, один из которых, Ганимед, больше Меркурия и Плутона. С момента прибытия к Юпитеру в 2016 году космический аппарат НАСА Джуно показал нам захватывающие изображения этого газового гиганта и его спутников Ганимеда и Европа, а также предоставил прорывные сведения о динамике атмосферы Юпитера и его магнитосфере. Прошло уже 2 года с тех пор, как я в последний раз обновлял информацию о Джуно, и за это время космический зонд совершил несколько близких пролетов мимо вулканического спутника Ио и запечатлел невероятные новые изображения северных полярных циклонов Юпитера. Кратко. Космический аппарат Джуно был запущен с космического центра Кеннеди в Кейп-Канаверал, штат Флорида, в 2011 году. После грандиозного 5-годичного путешествия протяженностью 2,8 миллиарда километров он вошел в орбиту вокруг Юпитера в 2016 году. Его основная миссия включала 35 полярных орбит вокруг газового гиганта и завершилась в 2021 году, когда НАСА поручила ему расширенную миссию. Это расширение добавило еще 42 орбиты, называемые перигевами, которые должны были быть выполнены к 2025 году. Итого всего 77 орбит. Перигев – это точка орбиты космического аппарата, когда он находится максимально близко к Юпитеру. А апогев – противоположная точка. Это место в орбите, где спутник находится максимально далеко от планеты. В одной из эллиптических орбит Джуно будет одновременно проходить и перигей, и апогей. С момента последнего обновления Джуно совершил свои юбилейные 50 и 60 орбиты, а к концу 2024 года уже выполнит 69 из запланированных перигеев. Осталось всего 8, прежде чем завершится миссия. От потрясающих изображений до прорывных научных данных давайте рассмотрим основные моменты удивительного путешествия Джуно за последние 2 года. Ио – наш первый пункт назначения, 3-й по размеру спутник Юпитера и самый вулканически активный объект в Солнечной системе. В 2023 и 2024 годах Джуно смело совершила несколько близких пролетов мимо Ио, приблизившись примерно на 1500 километров к поверхности этого адского спутника Юпитера. Во время этих встреч аппарат сделал свои первые изображения северных широт Ио, составил карту его поверхности и запечатлел фотографии призрачных извержений, поднимающихся над горизонтом. На поверхности Ио расположено сотни вулканов. Массивные фонтаны раскаленной лавы, некоторые из которых достигают десятков километров в высоту, создают яркую и драматическую картину вулканической активности. Постоянная вулканическая ярость спутника обусловлена приливным нагревом. Огромные гравитационные силы растягивают и сжимают Ио. Легко представить приливное нагревание как игру каната, где Ио – это веревка, за которую тянут как Юпитер, так и соседние спутники Европа и Ганимед, обладающие более дальним орбитальным расстоянием. Пока Ио вращается вокруг гиганта и испытывает тяготение со стороны других спутников, он растягивается и изгибается, создавая трение и выделяя огромное количество тепла внутри. Именно это тепло вызывает вулканическую активность на поверхности. Инструмент,
микроволновый радиометр Джуно проник сквозь атмосферу, собирая важные данные для составления подробных карт ландшафта Ио и выяснения, что его поверхность относительно гладкая по сравнению с другими галилеевыми спутниками Юпитера. Предполагается, что эта гладкая поверхность – результат постоянного обновления, потому что внутри ее сохраняется огромное количество жидкой магмы, которая постоянно поднимается на поверхность, чтобы снизить давление, заполняя кратеры или прорываясь через трещины. Эти частые потоки лавы могут стирать следы ударных кратеров и покрывать равнины гладкими лавовыми озерами и стекловидными породами, похожими на обсидиан, которые отражают солнечный свет. Одним из ярких изображений, сделанных Джуно при 60-м пролете 9 апреля 2024 года, стала фотография Южного полюса Ио. Несмотря на то, что она была сделана с 16 500 километров над поверхностью, на ней видно несколько темных пятен. Многие из них – это лавовые кальдеры и вулканические кратеры. Некоторые из извержений Ио также были зафиксированы камерой JunoCam. 15 октября 2023 года она заметила клуб дыма над вулканом Прометей чуть ниже линии сумерек. Вулкан Прометей – один из самых заметных вулканических объектов на Ио. Он неоднократно появлялся на изображениях, сделанных космическими аппаратами Voyager, Галилео и телескопом Хаббл, а теперь и Джуно. В 1979 году Voyager 1 впервые обнаружил Прометей. Огромную кальдеру с лавовым потоком и высоким столбом дыма высотой 50-100 километров. 3 февраля 2024 года Джуно зафиксировал еще 2 клубка извергающейся лавы на расстоянии всего 3800 километров над поверхностью. Возможно, это были 2 клубка из одного гигантского вулкана или 2 соседних вулканов. Камера JunoCam также позволила лучше рассмотреть 2 известных объекта на Ио: крупнейшая вулканическая депрессия Локи-Патера. Это зона шириной около 200 километров, наполненная остывающей магмой, только что достигшей поверхности, окруженная горячей лавой и усеянная безымянными островами. Обзор Локи-Патеры создал впечатляющее отражение озера, что говорит о том, что оно и, возможно, другие районы Ио гладкое, как стекло. Кроме видимых изображений, аппарат использовал инструмент Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM), предназначенный для изучения тепловых источников на Ио, изначально разработанный итальянским космическим агентством для мониторинга полярных сияний на Юпитере. Этот прибор позволил определить значительные источники тепла и измерить тепловое излучение в инфракрасных диапазонах. Благодаря этим данным ученые НАСА с миссией Джуно обнаружили еще один лавовый озер. Его назвали Чорс-Патера. Объединив изображения, полученные в 2022 и 2023 годах, с помощью инфракрасного датчика, ученые создали карту вулканической активности Ио. На ней видно, как мощность горячих точек варьируется, откуда выходит магма из внутренностей спутника. Особенно заметно наличие полярных вулканов. Пока что эти данные не подтверждают существование магматического океана под корой Ио, однако явно поддерживают такую гипотезу. Во время пролета 15 октября 2023 года Джуно впервые сделала крупные приближающиеся снимки Северного полюса Ио с расстояния 11 700 километров, в то время как миссии Voyager и Галилео
не смогли полностью сфотографировать эту область, ученые обнаружили на них 3 ранее неизвестных горы в северных широтах. Эти горы обведены красным в верхней части изображения, сделанного Джуноком, рядом с линией разделения дня и ночи, так называемым терминатором. Эти близкие пролеты также позволили увидеть еще одну удивительную особенность Ио – гору Стилпл Маунтин Ботаттаммеэ. Эта впечатляющая вершина, напоминающая шпиль соборной церкви, поднимается на 5-7 километров над поверхностью спутника и является уникальной формой рельефа. Могли бы вы представить, каково было бы наблюдать за восходом Солнца за этим зубчатым вершиной? Или какие виды открылись бы, если бы вы смогли подняться на ее вершину? Следующий пункт. Штормы. Джуна также показывает нам атмосферу Юпитера вблизи, позволяя заглянуть в его вихрящиеся бури и завораживающие полосы. Как крупнейшая планета нашей Солнечной системы, Юпитер – колоссальный гигант, протяженностью почти 70 тысяч километров и в 11 раз шире Земли. Внутри он мог бы вместить 1000 наших планет. Некоторые отдельные штормы на его поверхности настолько велики, что могли бы поглотить всю Землю. В рамках расширенной миссии Джуна все ближе приближается к северному полюсу Юпитера на каждой орбите, позволяя его инструменту МВР делать снимки с разных ракурсов. Такое сочетание изображений позволяет улучшить разрешение и анализировать полярные бури в разных диапазонах волн. Уже получены данные, показывающие, что не все полярные циклоны одинаковы. Например, серия изображений показывает полярные штормы Юпитера в 3 диапазонах. Слева – микроволновое, посередине – видимое, справа – инфракрасное излучение. Инфракрасное изображение показывает тепло в атмосфере, а изображение в видимом свете хорошо очерченные и похожие по размеру штормы. Однако микроволновое изображение рассказывает другую историю. Оно показывает, что у некоторых штормов снижение интенсивности излучения, несмотря на их яркое отображение в других диапазонах. Инструмент М фиксирует светимость атмосферы Юпитера в микроволновом диапазоне, используя 6 радиоканалов, каждый из которых заглядывает все глубже под облака. Самая высокая частота позволяет видеть верхушки облаков, а самая низкая – до 320 километров вниз. Это позволяет Джуно проникать глубже в атмосферу, чем видно невооруженным глазом. Посмотрите еще раз на полярные циклоны в микроволновом свете. 2 штормы, расположенные в 4 и 6 часов, по размеру соответствуют другим уличным штормам, наблюдаемым в видимом диапазоне, но показывают более сильные микроволновые сигнатуры, что говорит о том, что они простираются как минимум на 100 километров под вершинами облаков. Интересно также, что центральный циклонический вихрь хорошо виден и в видимом, и в инфракрасном изображениях, но почти исчезает в микроволновом диапазоне. Это говорит о том, что подземная структура этого вихря может сильно отличаться от окружающих. С каждым новым пролетом Джуна надеется создать подробную трехмерную карту полярных штормов Юпитера. Помимо этого, недавние пролеты позволили получить еще более поразительное изображение гигантского газового гиганта. На 61-66 пролетах, по моему мнению, Джуна запечатлел одни из самых впечатляющих изображений области с волнистыми нитями в северном полушарии, показывая хаотичные облака и циклональные штормы. В этой зоне
Зональные струи, отвечающие за знаменитые полосы на Юпитере, нарушаются. Без них облака планеты превращаются в турбулентные узоры, которые быстро меняются за считанные дни, словно хореографический танец, постоянно в движении. Это незабываемое вихревое полотно голубых, белых и коричневых оттенков, я мог бы смотреть на него часами. Для ученых планеты эти красивые, порой страшные. Изображение содержит ключи к пониманию погодных условий и атмосферных процессов на Юпитере. 7 марта 2024 года Джуна совершила 59-й перигей, подарив нам уникальные изображения планеты, ее знаменитые атмосферные пояса и вихри, включая Великое Красное Пятно, а при более внимательном рассмотрении обнаружилась одна любопытная деталь. На этих изображениях видно маленький спутник Юпитера, Амальтею, шириной всего 84 километра. Этот спутник похож на картофель, так как у него недостаточно массы, чтобы принять сферическую форму. Он вращается внутри орбиты Ио и делает полный оборот примерно за половину земного дня. Забавно, что Амальтея считается самым красным объектом в нашей Солнечной системе. Его багровая поверхность излучает больше тепла, чем поглощает от далекого Солнца. Возможно, это связано с электрическими токами, вызываемыми внутри спутника при его движении в магнитном поле Юпитера, или с приливным нагревом под воздействием гравитации планеты. Джуна также запечатлел красивые изображения классических полос Юпитера, в том числе при 54-м перигее 7 сентября 2023 года и при 62-м в июне 2024 года. Еще одна важная задача миссии – определить количество кислорода и водорода, составляющих воду, присутствующую в атмосфере Юпитера, чтобы лучше понять его водный состав. Полагают, что Юпитер был первым планетой, сформировавшейся в нашей системе и содержит большую часть газа и пыли, не вошедших в состав Солнца, что делает его ключевым элементом для понимания формирования нашей Солнечной системы. Кроме того, содержание воды в атмосфере влияет на метеорологические процессы, такие как движение ветров, и на внутреннюю структуру планеты. К счастью, Джуна помогает нам ответить на эти важные вопросы. Недавние данные инструмента ВОВ-Р показали, что вблизи экватора содержание водорода в виде воды примерно в 3-4 раза превышает средний уровень, обнаруженный в Солнце. Это поддерживает гипотезу, что вода-лед могла быть источником обогащения тяжелых элементов при формировании системы. Если это так, то при формировании Юпитера он накопил не только водород и гелий, но и тяжелые элементы, содержащиеся в водяном льду, который был в избытке в ранней Солнечной системе. Однако недавние измерения Джуно показывают удивительно низкое содержание воды в ядре Юпитера, что вызывает новые вопросы. Ожидалось, что в ядре будет больше воды, если водяной лед был основным источником тяжелых элементов. Поэтому происхождение Юпитера остается загадкой, которую ученые продолжают исследовать. Конец миссии Джуно близится. В 2025 году запланировано всего 8 оставшихся перигеев. После завершения миссии по исследованию Ганимеда, Европы и Ио, последний год работы Джуно будет посвящен самому Юпитеру, сбору новых данных и выполнению самых близких пролетов. Каждое новое изображение и каждая новая порция данных дают нам шанс собрать еще больше кусочков этой гигантской пазл-газовой системы. 17 сентября 2025 года Джуна совершит свой 77-й и последний близкий пролет у Юпитера, после чего будет выведен из эксплуатации. В финале своего удивительного пути
НАСА сгорит аппарат в атмосфере планеты, чтобы избежать риска загрязнения спутников. Какая впечатляющая финальная точка. Но пока Джуно остается исследователем планет, показывая нам красоту и ярость нашего крупнейшего космического соседа. Спасибо за просмотр. Честно говоря, я был потрясен вашими невероятно добрыми комментариями и сообщениями, которые вы мне прислали, а также числом подписавшихся на Patreon. Как я уже писал в ответах на ваши сообщения, вся команда Астром очень благодарна за то, что у нас такая замечательная аудитория. Если вы еще не присоединились к нашему Patreon, у нас продолжается долгосрочная кампания по набору первых 1000 подписчиков, и вы можете перейти по ссылке в закрепленном комментарии, чтобы стать частью этого проекта. Когда вы присоединитесь, сможете смотреть все видео без рекламы, видеть свое имя в титрах и задавать вопросы нашей команде. А пока кликайте по ссылке на этот плейлист, чтобы посмотреть больше контента на тему астрономии. Увидимся в следующий раз.